Мы уже тестировали базовую модель Atwell F16 за 22 тысячи рублей и ее модернизированную версию F16 Ultimate за 30 тысяч. А теперь к нам приехал самый доступный пылесос этой серии. Называется Atwell F16 Fast Clean и стоит до 20 тысяч. Такого ценника удалось достичь за счет упрощения док-станции. Теперь она не сушит валик, отказа от ультрафиолетовой лампы и HEPA-фильтра, использования старой батареи емкостью 2600 мАч. Но есть и улучшения. В комплект вернули щетку для ковра, как у старого F16. Пылесос стал более мощным, заявлено 11,5 килопаскалей. Управление изменили. Теперь вода подается автоматически. С учетом низкого ценника F16 Fast Clean выглядит весьма привлекательно. Осталось лишь разобраться, как пылесос справляется с уборкой. Начнем выяснять сразу после фирменной заставки. В красивой цветной коробке приезжает сам пылесос с логотипом Atwell, док-станция с поддоном, адаптер с евровилкой, рукоять на штанге, дополнительная щетинистая щетка для ковра, ёршик, чтобы чистить воздуховод, шестигранник в маленьком пакете, кисточка для фильтров, инструкция на русском языке, в которой указана гарантия 1 год. Комплектация минималистична. Нет ни запасных валиков, ни фильтров, но при необходимости их можно взять на сайте производителя. Отсутствие дополнительных аксессуаров объясняется сравнительно низким ценником – до 20 тысяч рублей. Кстати, не забывайте, что лучшие цены на этот и другие пылесосы вы сможете найти в телеграм-канале Best Robot. Там же раз в месяц мы разыгрываем какую-нибудь вертикалку робота или мойщика окон. Для участия в розыгрыше нужно подписаться и нажать кнопку «Участвовать». Также в телеграм-канале я выкладываю подборки и детальное сравнение, результаты тестов и обновления рейтингов. Ссылка в описании под роликом. Как и другие пылесосы серии, F16 Fast Clean выполнен в строгом стиле. Практичный серый пластик, рукоять на штанге, лапа стандартных размеров. Но компоновку изменили. Раньше резервуар для воды помещался сверху, а теперь его вынесли вниз на заднюю сторону корпуса. Он продолговатый, среднего размера, из прозрачного пластика. Горловина широкая, можно заливать воду прямо из-под крана, ну или по крайней мере из краника астматического фильтра. Кстати, вместе с пылесосом мне прислали бутылку фирменного средства. Обратите внимание, что оно не пенящееся. Это принципиально важно для использования в моющих пылесосах. Добавлять нужно один колпачок на резервуар чистой воды. Контейнер для грязной воды привычной конструкции. Колба с трубкой, через которую поступает жидкость. Крышка с электродами для контроля заполнения. Фильтрация в виде сетки и губки, без HEPA-фильтра. Теперь изучим конструкцию лапы. Колеса среднего размера подойдут для путешествий по тонкому ковру. Опорные ролики. Их грамотно расположили за раструбом, чтобы наматывали меньше волос. Силиконовый скребок тоже на месте, он собирает остатки воды. В отличие от предшественников, у Fast Clean нет ультрафиолетовой лампы. Бактерии облегченно выдыхают и продолжают ползти по своим делам. Еще инженеры Atwell отказались от кисточки в торце валика, зато придумали интуитивно понятный фиксатор. После сдвигания кнопки он прям отскакивает в сторону с характерным звуком. И также легко защелкивается обратно. Собирать-разбирать лапу – одно удовольствие. Валик мягкий и пушистый. По идее должен мыть хорошо, тем более, что смачивается по всей длине из 8 сопел. При уборке ковров на место валика можно поставить щетинистую щетку. Она похожа на ту, что была у Atwell F16, только пучки щетины стали короче и расположены с большим шагом. Кнопки управления находятся на D-образной рукояти. Ближайшая к руке кнопка запускает и отключает пылесос. Дальняя кнопка с надписью Mode Switch отвечает за выбор режима. Сухая уборка, во время которой пылесос собирает мусор и разлитую жидкость. Или влажная уборка, когда пылесос смачивает валик, моет пол и затягивает грязную воду. Клавиши под указательным пальцем теперь выполняют новую функцию – включает турборежим. Переход в турборежим во время сухой уборки повышает силу всасывания. Во время влажной одновременно повышает и силу всасывания, и интенсивность смачивания. Atwell F16 Fast Clean – первый пылесос производителя, который подает воду автоматически. Теперь во время уборки можно расслабиться и ни о чем не думать. Это как пересесть с механики на автоматическую коробку передач. Автомобилисты ставят лайк. Дисплей, как и раньше, находится в торце тушки, но дизайн изменили. Теперь экран овальной формы в красной рамке. Помимо заряда батареи, на нем можно увидеть режимы мощности, режимы уборки, сколько минут мы уже проработали, интересно, зачем это нужно, и системные уведомления. Например, о засоре воздуховода или о том, что пора вылить грязную воду.
Еще пару слов о док-станции. Ее максимально упростили. Обычный пластиковый поддон с клеммами, без сушки валика и даже без стаканчиков для инструментов. Функциональные возможности станции сводятся к полосканию валика и зарядке пылесоса. Это существенный недостаток, но не стоит забывать, что перед нами бюджетная модель с ценником в 20 тысяч. Переходим к тестам. На максималках Fast Clean проработал только 22 минуты. Причем батарея несъемна, а подзарядка занимает 3 часа. Еще есть один нюанс. Пылесос обильно и равномерно смачивает валик. Обратите внимание, как во время уборки на полу остаются отчетливые влажные следы. Режим влажной уборки идеально подходит для увлажнения воздуха в доме. Уровень шума сравнительно низкий. 69 дБ в первом режиме, 71 во втором. Работать комфортнее, чем с большинством аналогов, но музыку во время уборки все равно не послушать. На максималках Fast Clean легко вычищает щели глубиной 2 и 4 мм. С нескольких проходов вытягивает кофе из 6 и 8 мм. Как для моющего пылесоса, мощность всасывания достаточная. Проверим, поможет ли она справиться с сухой уборкой. Действительно, мусор с ламината пылесос собирает с первого же прохода. При фронтальном подходе полностью собрать соринки у стены не получается, только если не сдвигать стенд. При боковом подходе тоже убирают не с первого раза, несмотря на то, что валик с узким фиксатором. Но по итогу все разновидности соринок, включая песок, шерсть и куски наполнителя, оказались в контейнере. Валик чистый, волосы только у торца. Это плюс. На ковролине использую щетинистую щетку. Сопротивляемость соринок повышается. Прямо чувствуешь, как они хватаются своими лапками за мягкое покрытие. Поэтому приходится делать дополнительный проход. У плинтуса тут и там тоже остается мусор. Преимущества щетинистой щетки раскрываются на тяжелом ковре. За 11 проходов удалось не только почистить поверхность, но и достать мусор из глубины, не считая особо хитрых соринок. По итогу можно констатировать, что F16 Fast Clean, в отличие от аналогов без щетки, способен на полноценную сухую уборку, включая ковровое покрытие. Фильтры после выполнения таких задач, конечно, придется почистить. Переходим к влажной уборке и первым делом выливаем на пол сок, молоко и чашечку кофе, которое вы хотели выпить, чтобы немного взбодриться. Но пылесос и сам кофеман. Засасывает якобы с 2 проходов, молоко и сок тоже. Единственное отличие от аналогов – на полу остается больше влаги. Вдоль стены убирает идеально. Пара движений и от кофе не осталось ни следа. Слепая зона не больше 2 мм. В целом, в режиме сухой уборки со сбором жидкости нет проблем. Контейнер заполнен до максимальной отметки. С кетчупом и майонезом возникли трудности. Вначале валик просто размазал их по плитке ровным слоем. Затем постепенно начал самоочищаться и собирать. Аналоги справляются с этой задачей быстрее. С разбитым яйцом проблем не возникло. Слышите этот звук? Это звук хорошего аппетита. Проглотил все вместе со скорлупой. От макарошек тоже отказываться не стал, но возникли определенные трудности. Во-первых, крыло слишком низкое и толкает кучку доширака вперед. Во-вторых, макароны сбиваются в комок и блокируют патрубок, из-за чего срабатывает защита мотора. Но в конечном итоге доширак-тест все-таки был пройден. Присохший кофе удалось оттереть только с 15 проходов. При этом нужно несколько раз переключаться между сухой и влажной уборкой, чтобы устранить разводы. На присохший сок потребовалось не менее 40 проходов и опять-таки с постоянным чередованием режимов. Сначала размываем загрязнение, потом затягиваем, потом опять размываем и так далее. Примерно столько же времени пришлось потратить на кетчуп. Это самая сложная задача, и большинство мойщиков справляются с ней плюс-минус так же. Если любите возиться с цветами в горшках, F16 Fast Clean упростит вам жизнь. Во всяком случае, постарается. В первом рабочем цикле я сделал 11 проходов на каждом участке. При движении вперед лапа оставляет грязный шлейф. При движении назад очищает стенд скребком. Для ускорения процесса я сделал промежуточную самоочистку, после которой сделал еще 11 проходов. И вот, наконец, перед нами сверкающий стенд. Проведенные тесты показывают, что Atwell F16 Fast Clean уступает старшим моделям Atwell по скорости и качеству уборки. Эта модель предназначена для быстрой ежедневной уборки, а суровое загрязнение проще оттереть вручную. Чтобы запустить самоочистку валика, нужно поставить пылесос на станцию и зажать кнопку «Пуск». Валик вращается в поддоне, а пылесборник тут же наполняется грязной жидкостью и какими-то адскими комками шерсти. Звучит это следующим образом. Итак, 1,5 минуты. На одно полоскание пылесос расходует 150 мл воды. Стандартный показатель.
После сытного обеда с макаронами, яйцом и кетчупом у валика слипшиеся ворсинки, особенно у правого края. Большую часть загрязнений удалось очистить на станции, остались только окрашенные махры. После кофейных пятен валик выглядит практически чистым, не считая бежевый налет по всей площади. С такой задачей самоочистка справляется без проблем, остались лишь отдельные кофейные вкрапления. После сочного теста валик полностью окрасился и выглядит как мохнатая морковка. Очистка на станции вдвое снизила концентрацию оранжевого цвета, но до победы еще далеко. С кетчупом результат тот же самый, нужно домывать валик в раковине с мылом. После земляной грязи концы ворсинок коричневые, хотя в глубине прослеживается светлый ворс. В процессе вращения на станции валик очистился, но не до конца. В целом, качество самоочистки такое же, как у других моделей такого типа. При регулярной уборке пылесос поддерживает рабочий инструмент в адекватном состоянии, но после экстремальных загрязнений понадобится ручная стирка в раковине. Главный недостаток станции в том, что она не сушит валик. После каждой уборки нужно извлекать его и класть на батарею. Пора подвести итоги. Atwell F16 Fast Clean оправдывает свое название. Пылесос для быстрой уборки, причем не важно какой. Сухой или влажный. Гости уже подъезжают к дому. Хватаем Fast Clean и за пару минут приводим в порядок кухню, коридор и преддверный коврик. Пылесос мощный и тихий, хорошо собирает мусор, у него удобное управление и самоочистка на станции. Но есть особенности, которые нужно учитывать при выборе. Станция не сушит валик. Делать это придется самостоятельно. Чтобы на полу не осталось воды, нужно работать с чередованием режимов сухой и влажной уборки. Батарея не самая производительная, поэтому пылесос подойдет только для маленькой квартиры с линолеумом и коврами. Питомцы приветствуются. По системе оценки Best Robot Atwell F16 Fast Clean набрал 52 балла и максимально приблизился к десятке лучших. Неплохой результат для моющего пылесоса за 20 тысяч. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и нажал лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров!